Добрый день, уважаемые коллеги. У нас есть большое количество мифов вокруг этих выборов. Я приведу один пример, поскольку проходит президентская избирательная кампания во Франции. Там очень специфичная система, по которой кандидат должен заручиться поддержкой 500 демократически избранных чиновников. Несмотря на то, что таковых во Франции 50 тысяч, Марин Ле Пен, человек, у которой 17% рейтинга, сегодня пока не может собрать эти подписи. Тоже показатель. Да? Причем это не Явлинский с 1,5%, это человек, у которого есть реальные шансы выйти во второй тур. Надеюсь, что все-таки Марин Ле Пен удастся решить эту проблему. Кстати говоря, как произошло с ее отцом Жаком Шираком на прошлых выборах, когда после жесткого давления общественности партия власти вынуждена была дать команду собрать для него недостающие подписи. Все-таки Ширак не является ее отцом. Жан-Мари Ле Пена, спасибо большое, Вячеслав. Да, ее отца Жан-Мари Ле Пена, конечно. Так сказать, различные технологии отсева нежелательных кандидатов существуют. Яркий пример, скажем, импичмент Роландасу Паксасу в Литве. Причем после того, когда он уже расстался со своим постом, выяснилось, что, в общем-то, суд признал его невиновным. Однако, понятное дело, в президентское кресло он не вернулся. История со Строс-Каном, который лидировал в рейтингах кандидатов в президенты, но по известным нам причинам не смог принять участие в избирательной кампании. Бедзина Иванишвили в Грузии, который не лишился грузинского гражданства и, в общем-то, пока не допускается к избирательной кампании. Миф четвертый.
доминирование одной партии, одного кандидата в средствах массовой информации. Я думаю, что, конечно же, проблемы с доступом к СМИ есть везде. Очевидно, что, например, в Соединенных Штатах Америки есть доминирование кандидатов от двух ключевых партий над остальными. Но это, к сожалению, реальность. С другой стороны, если взять эти выборы, такого бенефиса, как был у Михаила Прохорова на телевизионных каналах Российской Федерации, не было уже давно ни у кого из кандидатов. Миф пятый. Владимир Путин уклонился от участия в дебатах, поэтому выборы нелегитимны, у избирателей не было возможности, так сказать, как-то посмотреть на это. Опять берем пример, так сказать, других стран. Соединенные Штаты Америки. Прошлые выборы. 23 кандидата. Понятно, не все из них были зарегистрированы во всех штатах, но тем не менее, например, Ральф Найдер. 48 штатов из 51. Как мы знаем, Барак Обама дебатировал исключительно с Джоном Маккейном. При этом, так сказать, правила дебатов предполагают, что к ним привлекаются только те кандидаты, у которых, так сказать, более 15% электората. Франция, 2002 год, вот, собственно, так сказать, Ширак и Ле Пен, второй тур президентских выборов. Кстати, во Франции перед первым туром, как правило, дебаты не проводятся. Есть традиция проведения дебатов между первым и вторым туром. Жак Ширак, выйдя во второй тур с Ле Пеном, отказался с ним дебатировать. Михаил Саакашвили, которого у нас регулярно пытаются привести в качестве такого кристального демократа, дважды участвуя в выборах президента, ни с кем не дебатировал. Миф шестой, очень распространенный. Российское законодательство создает якобы комфортные условия для фальсификаций, и рецепт предполагается, надо переписать законы, как в любой демократической стране. Могу сказать, что проблема не в законах. На самом деле у нас очень жесткое избирательное законодательство, там говорят, а вот давайте пусть у нас не будет досрочного голосования. Соединенные Штаты Америки по статистике до 30% избирателей голосуют досрочно. То есть если мы будем брать так сказать, правила других стран, то скорее у нас будет даже хуже ситуация, потому что если мы посмотрим варианты допуска наблюдателей на избирательные участки, то, например, во Франции вы можете только быть назначенным, так сказать, членом избирательной комиссии, чтобы наблюдать за выборами. А в США, так сказать, очень часто тоже не допускают наблюдателей на участке, особенно иностранных. То есть, на самом деле, я думаю, что с точки зрения допуска наблюдателей на избирательные участки, российское государство одно из наиболее либеральных. Далее, акции массового недовольства являются, так сказать, причиной для пересмотра результата выборов. Яркий пример. Кактусовая революция 2006 года, точнее попытка ее организации в Мексике. По сравнению с тем, что было у нас, посмотрите, площадь до 1 миллиона человек вышла на улицы, при этом сработал в том числе феномен, о котором здесь уже говорилось, а я не знаю, почему голосовали за этого кандидата, никто из моих знакомых не голосовал. Специфика Мексики была в том, что Обрадор был мэром Мехико, и у него действительно была доминирующая поддержка в столице и в прилегающих к ней южных штатах. И действительно там люди считали, да мы не знаем людей, которые голосовали, собственно, за Кальдерона. Тем не менее, эти акции протеста закончились ничем. Теперь о том, что на самом деле нужно нам, чтобы выборы были более честными, более прозрачными, более справедливыми. Независимая судебная власть, представленность оппозиции в парламенте и в региональной власти. Я думаю, что выборы губернаторов, если они у нас начнутся в этом году, позволят распределить административный ресурс между различными партиями. Наличие внутриэлитных конфликтов, наличие устойчивой традиции политической конкуренции, которую нам еще придется только выработать, потому что это не вырабатывается в течение даже 20 лет. Независимые СМИ, реально работающий федерализм. И, к сожалению, конкурентность выборов, конечно же, повышает наличие региональных, этнических и тому подобных, так сказать, расколов, чего, конечно же, я нашей стране не желал бы. Спасибо за внимание. Я думаю, что вот еще, так сказать, те предложения, которые сделаны сегодня Дмитрием Медведевым, на мой взгляд, они адекватны с точки зрения и либерализации регистрации политических партий, и перехода к прямым выборам губернаторов. И, в общем-то, сейчас главная задача, чтобы эти вещи, они действительно заработали. Если можно, я вышла буквально короткую ремарку по поводу результатов выборов.
Я думаю, что у нас есть большая проблема, связанная с тем, что тот мандат доверия, который дан Владимиру Путину, он дан ему, так сказать, в значительной степени бывшими избирателями Жириновского и Миронова. То есть если мы посмотрим, просто сопоставим, где убыло, где прибыло по сравнению с выборами в Госдуму, то есть это запрос на политику социального популизма, это запрос на умеренный, так сказать, такой национализм, и это запрос на достаточно жесткую линию во внешней политике, в то время как я думаю, что, к сожалению, объективная ситуация нас толкает к несколько иной политике, и к либеральной политике в экономике, и к достаточно умеренному поведению на внешних рынках. И последнее, по поводу феномена Михаила Прохорова, никакого феномена нет. Прохоров был единственным кандидатом в либеральной нише, она составляет где-то порядка 10%, он был единственным новеньким. И, собственно, он не добрал даже до результата Союза правых сил образца 1999 года. Набрал на несколько сот тысяч голосов меньше. Учитывая тот факт, что в этой нише уже сейчас есть несколько претендентов на то, чтобы в ней быть, это Кудрин, это Титов, это Парнас, плюс никуда не девшееся Яблоко, плюс большое количество амбициозных маргиналов типа Владимира Милова, я думаю, что, в общем-то, шансы Прохорова выглядят не столь радужно, как это можно было бы подумать, глядя на результаты этих выборов. Спасибо.